Всем доброго времени суток. Сегодня поговорим о пауэрбанках с Алиэкспресса и тему опыту эксплуатации. У меня он уже с 2020 года, да. Одни из первых пауэрбанков это вот этот. Вот. Я уже его разобрал, так как он в принципе пришел у меня бракованный. Начнем именно с худших вариантов, так сказать. Хотя он не самый худший. Чем он меня прельстил, я его покупал 3 раза. В 2020 году я купил, и он проработал у меня где-то 2,5 года. Чем он интересен? Он интересен вот этими, то здесь два фонарика. Вот. Очень экономичных и очень ярко светит. И причем вдаль неплохо светит. Емкость из 3, которых я покупал, первые 2, они были по 5000 мАч, хотя написано было на Алиэкспрессе 20 тысяч мАч. Вот такие вот там аккумуляторы размером. Вот это 3,7 вольта. Вот. И в принципе на них больше ничего не написано. Вот. Измерял я емкость своим приборчиком. Вот таким вот тоже на Алиэкспрессе купленным. Плюс дополнительно примерно зарядкой телефона и своей 1200 мАч, по крайней мере заявлено так, электронной сигаретой. В принципе она у меня не одна была, поэтому примерно 5000 мАч. Третий, за этот мне Алиэкспресс вернул деньги, потому что я снял видео, там здесь не работал фонарик, и мне сделал несколько фотографий, написал в описании, что ну, вот он ни по емкости не подходит, ни фонарик не работает, поэтому я за него получил с Алиэкспресса возврат денег. Ну, в принципе, имеет место, неплохой, маленький, вот он в ладошку мою, в принципе, влазит, в карман в нагрудный, там, так сказать, курточки влазит, удобно, фонарик есть, но не очень уже рекомендую покупать в 26 году. Он что-то уже порядка до 400 гривен доходит, тогда он стоил там что-то недорого, я не буду говорить сколько, потому что не помню. Вот. На тот момент сопоставимые цены были с украинскими магазинами. То есть можно было купить. Сейчас это уже, в принципе, можно сказать, неинтересный вариант. Второй вариант вот такой, тоже с 2 фонариками. Здесь вообще это был трэш, в районе 2500 мАч здесь. И аккумулятор здесь вот такой. И если вы решите его заменить, то здесь точечная сварка, так сказать. Если у вас такого аппарата нету, то как бы еще покупать аппараты ради пауэрбанка неинтересно. Ну, как-то так. Плюс фонарик там через неделю перестал работать. Да, солнечная панелька до сих пор работает. Может кто-то посмеяться над этим, что типа зачем солнечная панель, но у нас блэкаут и вообще такая ситуация, что я думаю, это не помешает, хоть и долго заряжается. Но этот вариант тоже, я думаю, что не годится за свою цену. Вот такой вот вариант уже интереснее. Вот у меня их два штучки. Вот. Хотя я за них, опять же таки, получил возврат денег, что за один, что за второй у разных продавцов, но это уже на тему. Чем он интересен? Он 19 миллиметров толщиной. Здесь есть эти самые кабельки, которые уже на минуточку туда-сюда у меня там на работе, в кармане, я, грубо говоря, работаю на стройке относительно, ну, в таком русле. И шаркаю его постоянно с кармана в карман, и бетон, и камни, где угодно. Он был, то есть за 2 года использования, вот, фонарик еще работает, индикация заряда батареи работает, и даже такая солнечная панелька, она работает. Тут, когда я полностью его высаживаю, но это редко, кстати, последнее время бывает, сейчас скажу почему. Я его, когда полностью высаживаю, я его положил на солнце 2 часа, он зарядился, вроде, ну,
ерунду, он там 25% показывает, но 25% нету. Вот. Но, тем не менее, еще часа 2 могу этим фонариком потом светить. Да, не сильно ярко, но тем не менее это лучше, чем ничего. В некоторых случаях украинцы меня понимают, как бы это очень помогает. Вот. Плюс, я же говорю, вот эти вот кабельки Type-C, micro-USB и для зарядки айфона, они рабочие, и причем я их часто ними пользуюсь. И слушайте, они до сих пор не поломались, ничего, и все нормально. Есть еще вот у нас два можно обычных кабеля вставить и заряжать еще и так. Зарядка происходит Type-C и micro-USB. Тоже очень удобно, таким или таким кабелем. Зарядка происходит долго. Что я сделал и почему возвратил? Потому что здесь емкость заявленная была 20 тысяч мАч, оказалось 1200. Здесь 800 вообще. Наоборот, здесь 800, здесь 1200 оказалось. Да, он в руках оказался тяжелый. А знаете, почему он тяжелый? Потому что вот здесь, я вот покажу, вот сзади аккумулятора этого просто железная пластина лежит для утяжеления. И вам кажется, что это прекрасный пауэрбанк. Ну, когда вы в руки возьмете. Вот. Здесь, может, и было когда-то 5000 мАч. Тут, я не знаю, да, здесь написано 5000 мАч, но их нету уже. Это старый, скорее всего, что аккумулятор. Здесь, ну, не написана дата производства. То есть, ну, он лежал долго на складу. Эти пауэрбанки на тему и на Алиэкспрессе. На Алиэкспрессе я видел уже 6 лет продаются. То есть, вот так. Но можно доказать, возвращают деньги. Тему мне возвратила деньги. Я написал, что несоответствие заявленной емкости и показывал этот самый через видео снимал, через вот этот тестер. У меня он показывает, сколько сюда заходит при зарядке миллиампер-часов. Вот. Ну, как-то так. Мне вернули деньги. Я что сделал? Я у нас на проме купил по размерам чуть больше у меня получился, чем здесь аккумулятор. Прямо впритык. Я не помню размеры. Кому интересно, я напишу в комментариях. Вот, на розетке есть такой и на проме. Вот я полностью засунул сюда 10 тысяч мАч. И мне теперь на работе на целый день, иногда на 2 дня хватает. При всем при этом я еще пользуюсь подогревающими стельками, когда холодно было, там морозы, а я на улице работал. То есть мне этого пауэрбанка хватало. То есть я довольный. Он у меня в карман влазит, шел в пиджак в рабочий, шел в курточку, соответственно. Вот он у меня на ладошке лежит. И прекрасный вариант с такими вот вещами. Но это если доработать. Если вы не хотите морочиться, ну, не стоит рассматривать. То есть я 2 штучки брал, и 2 штучки были, так сказать, бракованные. Почему я, ну, как бы довольный ним? Потому что в Украине, в принципе, вот такого формата я не нашел с такими вот разъемами. Кто может подсказать, хотя мне, в принципе, пока сейчас уже и не нужно, но все равно черкните в комментариях, что можно в Украине купить вот такого вот размера, вот на ладошку, там вот 19 толщиной, чтобы можно было в карман обычный, в джинсы там положить. Вот, допустим, его можно сравнить. Ага, я же на телефон снимаю, не сравнил. Ну, вот с размерами он у меня как мой Pixel 7, так вот, и это только толще. И все. Ну, ладно. Поехали дальше. Вот это прекрасный вариант. Я просто коробочку за 186 гривен купил на Алиэкспрессе. А на тему сейчас я смотрел, там что-то и 136, и 160 гривен есть. Это сейчас 26 год. Ну, там какие-то скидки и так далее. Чем интересна эта вещь? То есть тоже фонарик слабенький есть, но он есть. И экономный. Индикация заряда. 2 выхода. Ну, этой самой быстрой зарядки нет. Ну, обычная. Есть Type-C для зарядки и micro-USB. То есть тоже такой вариант. Плюс в том, что если у вас, вот как у меня, были от старой электронной сигареты, если кто помнит, еще такие здоровые были в руках,
Ну вот. И у меня остались просто элементы. Я их сюда засунул. И здесь интересная вот эта вот платка. Они все разные по емкости. Вот 300, там вот это 3000 мАч, это, по-моему, по 2,5, и это 3000. И разные, ну, по живучести, потому что они по возрасту разные. Но если их вытащить и померить, сейчас не будем это делать, это затянется видео, то у вас будет одинаковый заряд каждого аккумулятора. То есть это БМС-очка, так сказать, она выравнивает заряд аккумуляторов. То есть у меня уже эта конфигурация старая, она уже работает, не знаю, 2 года. Вот. И поверьте, я пользуюсь в эти 2 года очень активно пауэрбанками с нашими блэкаутами. Что на работе, что даже дома. Так, это имеет место, этот коробочек купить с этой платой. Это однозначно, своих денег он стоит. Потом, вот это вот реальный хит. Реальный хит, о котором у меня есть отдельное видео, я его прикреплю. Вот он. Такого же формата, как и тот маленький, но здесь 20 тысяч мАч. Реальных я и проверял, примерно 20 тысяч там есть. И это вот индикация нормальная, кстати. Здесь, в принципе, вообще прекрасный фонарик. Прекрасный, это вообще шикарный фонарик, который очень ярко светит, еще и далеко. Вот эти вот кабеля, плюс ко всему прочему, один из них Type-C с 20-ваттной зарядкой. 20-ваттная. Это обычный Type-C, вот допустим, а это 20-ваттный. Но вот в этом варианте здесь нету для зарядки айфона. Если на том есть, то на этом нету. Заряжается только через Type-C. Ну, в комплекте кабель тоже идет. И стоит он от 600 там, до 660 сейчас гривен на тему. Приезжает за 11 дней. Я купил их 2 штучки и уже собираюсь 3. Объясню почему. Это как бы не реклама, просто вот первый я купил себе, и тут понадобился матери в дорогу. Я отдал, вот, заказал себе еще. Ну, он у меня еще дома тут был. Жена начала ним пользоваться. Хотя у нее вот Redmi прекрасный Powerbank. Мы здесь в Украине покупали за 2200 на минутку. Ну, в 22-м году он до сих пор работает. Все хорошо, но здесь надо с собой кабеля носить, раз. Во-вторых, нормальной индикации заряда здесь нет. Есть вот такие вот 4 этих самых. Ну, там особо ничего не понятно. Когда он зарядился, когда разрядился. Ну, то есть так. И он чуть-чуть больше. Не намного, но все равно чуть-чуть больше. Тоже 20 тысяч мАч, но этим удобнее. Фонарик есть, и не надо с собой кабеля носить. Ну, вот как-то так. Об этом пауэрбанке есть отдельное видео, я его прикреплю сюда. Всем добра и мира над головами. Всем до свидания.